Страх Я думал, что отсутствует. знаю... И я потом и дома тоже не спал особо. О, сука! Сейчас- Вы меня с Димой Масленниковым в могилу сведете! Давай, давай, старая, испугайся сильнее. Квартира ждет, блядь. Так, Утопия шоу. Сразу лайк. Значит так, ужасы внутри нас называется видос, за который вы, вот за этот видос и еще за какой-то утопию вы топили. Говорили: Леха, посмотри ужасы внутри нас. Утопия шоу, мой хороший, здравствуй еще раз. Я всегда тебя приветствую. Очень рад, что так вот дистанционно пока что познакомились. Как всегда, подписочка, колокольчик. Кто спонсировать, тоже спасибо за спонсорки на меня, на Утопию. Ссылка на видеоролик, ребят, на оригинал. Кто не хочет со мной смотреть, можете посмотреть так и подписаться также на Утопию шоу. Все, давайте, всем приятного просмотра. Давайте посмотрим. У Утопии очень интересные видосы. Ребят, название новых видеороликов там с других каналов, пожалуйста, пишите в комментарии к видеороликам. Пишите название канала и название ролика, только прям в этом же комментарии, чтобы я знал, какой ролик посмотреть. Протопите, на следующий стрим посмотрим. Мне не жалко. Ай, ну давай. Так. Ой, мне больно нравится, когда у Утопии... Ой, а что это 16+, там банов нет никаких. Бан-машина не сработает от Ютуба. Утопия молодец, он очень интересно всегда делает. Так. Страшилка. Ля какой. Что вы знаете о страхе? Страх Я думал, что отсутствует. знаю о нем все, ведь это просто чувство, которое с нами постоянно. Страх тем Я тоже, знаешь, я же еще и игровой стример изначально-то был. Это я потом хохотушки стал всякие смотреть. На канале Hard Games, кстати, ребят, второй наш канал игровой. Можете тоже подписаться. Я тоже помню, недавно в Beast Inside играли. Ой, забавно, весело так было, пока ночь не наступила. Я потом и дома тоже не спал особо. темноты. А страх отсутствует. Страх змей и пауков. О, Страх прыгнуть змей! с парашютом. Страх потерять работу и многое. Страх, многое другое. Но, как оказалось, все намного серьезнее. Сегодня мы затронем одну очень важную и Какие у вас актуальную страхи? лично Напишите для в меня комментах, мне тему. даже интересно стало. Хоррор-индустрия О, и почему нам о. это необходимо. О! И поверьте, многое из того, что будет сказано Мне такое сегодня, надо. совсем не очевидно. Прошлый ролик с нагнетающей атмосферой Хэллоуина стал первым по набору просмотров, обогнав все другие на канале. Скорее всего, сыграло много факторов, но я бы ставил на то, что людям нравится нечто пугающее. У меня высота и змеи. У меня два страха основных. Количество хоррор-игр и фильмов с каждым годом заметно растет. Квест-комнаты становятся все более жуткими, а на американских горках выстраивается многочасовая очередь. Вообще задумывались, почему все это пользуется большой популярностью? Потому что людям это нравится? Да, в том числе. Но что если им нужен Вам страх нравятся страшилки и разные переживания? смотреть? Это сидит вот тут. Вы любите, Но мы ребят, не хоррор-фильмы? Или какой жанр любите? И это удивительно. Вокруг нас уже происходят события, нравятся которые страшилки. пугают не на шутку. Болезни, смерти, войны, преступления. Но многие из нас хотят, чтобы пугали по-другому. Я, как фанат всего страшного, попытаюсь сегодня разобраться в этом вопросе с научной точки зрения. Интересно, у Топа у самого какой страх Вы самый главный? удивитесь, если я скажу, что фанаты хоррора
Топа! Это, если увидишь этот ролик, мой хороший, я лайкосик тебе поставлю в комментах. Напиши, а какой у тебя страх самый? Ну, типа, чего ты больше всего боишься сам? У меня, я говорю, вот я высоты, ну, боюсь, реально боюсь, когда очень-очень прям высоко. И вот змей боюсь. Не знаю, почему эти шнурки меня прям напрягают конкретно. Вот, а пауков не боюсь, кто спрашивал. Топ, напиши, мой хороший, если не сложно, коммент оставь, пожалуйста. Мне даже интересно, что у человека, который делает такие видосы, сам чего боится. Хорроров лучше переносят это Напишите нелегкое ему время, когда заболевших все Он не больше. увидит. Что если ходить на свидание порой лучше в страшные места, а стресс не так плох, как нам кажется? Смотри внимательно и все узнаешь. Страх играет большую роль в нашем выживании. Без него было бы совсем плохо. Но да, я тоже часто думал про себя. Мне надоело бояться. Вот бы страха вообще не было. А вот только представьте, если бы ваше желание исполнилось. Вы бы тянули руки ко всем ядовитым змеям, ходили бы по шатким балкам и, как итог, в один прекрасный момент умерли, возможно, получив даже премию Дарвина. За ощущение страха отвечает в основном миндалевидное тело. Но если миндалевидное тело разрушается от определенной болезни, то страх практически исчезает. Это не полное его отключение, но самый известный пациент с этой болезнью перестал бояться фильмов, пауков и всякого такого, но при этом радость и другие эмоции испытывал. Это я все к чему? Страх нам нужен. Для тех, кто не в курсе, я обожаю игры. В свободное время я отдыхаю в них, и мой любимый жанр, как вы уже поняли, хоррор. В детстве, когда мне подарили PlayStation, я играл совершенно во все, что предлагали, ведь выбора особо не было. Но однажды мне попался диск Silent Hill. Блин, это просто жесть. Это Скажу реально честно, была криповая я эту игру игра. в детстве так и не прошел. Каждый раз я очень сильно боялся, выключал, а потом ждал момента, когда же я смогу снова в нее поиграть. Атмосфера Для была людей просто вокруг это было обосраться. странно. Не игра, если не нравится. Но мне нравилось получать эту дозу страха. С этого все началось. Время шло, поколения консолей менялись. У меня появился компьютер, игры становились все более реальными. И я поглощал отовсюду всевозможные хорроры, и даже сейчас, мне через неделю 30, а я с радостью мчусь играть в новенькую страшную игру, когда она выходит. С фильмами совершенно та же история. Если поход в кино, то первым делом смотрим, что же там по ужастикам. Кто-то скажет, что у меня какие-то проблемы, но многие просто еще не знают, что хорошего таит в себе этот жанр. О, сука! Сейчас испугались? Обосрался. Многие из вас испытали страх. А страх — это стресс. Страх — это стресс! Вы меня с Димой Масленниковым в могилу сведете, гадости! Он там в последний видеоролик смотрели, меня чуть ночью потом до 6 утра смотрел. Сидел в потолок. Страшно, очень страшно. Обосраться можно. Прекращайте такие скримеры вставлять. Эй, страшно. Прекратите. Вы меня месяц назад спросили, нравится... Это у вас люди уже взрослые смотрят, пожилые. 30+. У нас уже сердце, мы 90-е годы пережили, 2000-е. Вы нас страшилками пугаете. Прекращайте давайте, не дурите. Ли мне чувство страха, я, разумеется, ответил бы нет именно по причине того, что для нас слово «стресс» имеет негативный окрас. Все связано с тем, что хронический стресс имеет серьезные последствия для человека в дальнейшем. И ни для кого не секрет, что постоянный стресс – это плохо, и нужно его избегать. Сказал человек, у которого с этим нехилые такие проблемы. Получается, что страшных фильмов нужно избегать? Не совсем так. Стресс делится на дистресс и эустресс. Дистресс связан с негативной реакцией на стресс, о нем мы только что говорили. А эустресс, как бы это ни было удивительно, с позитивной. К нему относятся занятия спортом, покупка желанной вещицы, получение серьезного заказа, катание на американских горках, первое занятие чем-то новым, преодоление трудностей и да. Готовы? Я сейчас без шуток говорю. Вы знаете, ребят, меня. Я сейчас челленджи быстро выполняю. Где? Где только что я видел этот момент? Бегать. Сказал человек, у которого с этим нехилые такие проблемы. Получается, что страшных фильмов нужно избегать? Не совсем так. Стресс делится на дистресс и эустресс. Дистресс связан с негативной реакцией на стресс, о нем мы только что говорили. А эустресс, как бы это ни было удивительно, с позитивной. К нему относятся занятия спортом, покупка желанной вещицы, получение серьезного заказа, катание на американских... Значит так, они уже открыты? Они открыты уже?
Открылись, ребят, кто шарит? Кто-нибудь уже ходил? Мне кажется, они еще закрыты. Короче, я беру GoPro, еду в Питер. Я узнавал, в Питере есть такие эти горки, что там просто там сердце у людей вылетает. Там просто, там вот так вот крутится все. Короче, 50 тысяч лосей, врываюсь. Просто собираемся, едем в Питер на Сапсане. Или летим, не знаю, едем, наверное, скорее всего. И снимаем для вас контент на пожилых американских горках. Да будет так. 50к лосей. Как только наберем 50к, спамьте мне везде, в социальных сетях, в комментариях, все, чтоб каловыми массами поросло. Хард, где наш видос? Давайте теперь так будем. А то я забываю иногда. Фу-фу-фу. Нельзя мне забывать. Все, давайте, чтоб без забывашек. Вы подставили, а я сделал. Все, 50 тысяч и врываемся. Ты лох, сам. Бан. В американских горках первое занятие чем-то новым, преодоление трудностей и, да, просмотр страшных фильмов. Да, все это стресс. Но и да, Смотри. просмотр. А этот сидит, думает: давай, давай, старая, испугайся сильнее. Квартира ждет, блядь. Страшных фильмов. Да, все это стресс, но воспринимается нами очень даже хорошо. Ну, кому как, если честно. Но вы даже не представляете, что для нас значит такой стресс. Я бы даже сказал, что без него жизнь бессмысленна. Но как именно это Наверное, работает? он прав. Давайте по порядку. В дикой природе, когда животное сталкивается с опасностью, вегетативная нервная система, работающая без нашей воли, реагирует на все сигналы от нашего зрения, Нихера клюнул. слуха Во! и других Во! органов Вот чувств, он! активируя одну из... Кролики, он не зря, это кто там, лисенок был или кошка, собачка, не зря испугался. Кролики самые опасные вообще существа. Вы меня спросите, почему? Потому что кролики, они в первую очередь, что? Они быстрые. Раз, и все. И закончилось. И уже все, уже есть пробитие. ключевых программ выживания. Ля. Бей Ля. или беги. Помимо учащения сердцебиения и расширения зрачков, она сужает сосуды в менее значимых органах, улучшая кровообращение мышц и Это сердца, заяц, неважно. готовя организм к действию. Сам. Вишенкой на торте выступает адреналин и его предшественник норадреналин, который еще больше усиливают эти эффекты. Все это не просто так. Организм вас подготавливает, чтобы вы смогли спастись в экстренной ситуации. И на эту ситуацию есть два ответа: бежать или вступать в драку. В обоих случаях этот активированный механизм должен вам помогать. Да, многие животные стоят на месте или маскируются, пытаясь остаться незамеченным. А некоторые сначала бегут, а потом дерутся. А некоторых людей вообще парализует. Поэтому во многих работах это уже описывают как «бей, беги» или «замри». Ну, в общем, ладно, это работает. Но вот что самое интересное. Вы, разумеется, слышали выражение «кровь стынет в жилах». Я его не просто так сказал в прошлом выпуске. Оказывается, что людям в контролируемом эксперименте показали фильм «Астрал» и какую-то обычную документалку и взяли кровь. Но выяснилось, что кровь-то действительно стынет в жилах, как и говорили чуть ли не испокон веков. Они обнаружили повышение уровня фактора свертывания крови в 8. А это значит, что ваше тело продолжает готовиться к самому страшному. Да ну Вдруг вам нахер. сейчас отпилит ногу. В такой ситуации терять лишнюю кровь очень не хочется. Поэтому сделаем все возможное заранее, чтобы ускорить свертываемость крови при повреждении. Когда вы пугаетесь скримера, вы испытываете примерно то же самое, что и наши предки, на которых, к примеру, напал самый настоящий медведь. Окей, это помогает животным защищаться. Это могло помочь людям испокон веков. Но зачем нам этот механизм именно сейчас? Зачем Зачастую сейчас, мы живем да? обычной жизнью, не убегаем от ягуаров, и медведь нам не хочет голову обглодать. Но убегает при от этом «Бей ягуаров, или беги» представляете? запускается при просмотре хоррора. Это странно. Ведь если произойдет огромный выброс адреналина, то сердце может не выдержать, и вы упадете замертво. Особенно если уже есть с ним проблемы. И это ответ на вопрос: можете ли вы умереть от страха? Да. Только случается это невероятно редко, а смерти, связанные с испугом от хоррор-фильмов, вообще единицы, и то они под очень большим вопросом. Но я бы не стал совсем сводить на нет эту вероятность, тем более, когда есть исследования, что страшные фильмы действительно повышают вероятность сердечного приступа. Бу. Ага, сраку. Так что, если вы говорите фразу «ты меня до смерти напугал», то знайте, опасность миновала. Как вы заметили, пока что одни минусы. А плюсы будут? При просмотре страшных фильмов или прогулке по страшной игре мы активизируем эту программу, но что самое главное,
в безопасной среде. В игре мы вообще теперь сами сходить решаем, проверить. когда и куда пойти. Мы полностью контролируем ситуацию. Нас никто Вот она, не эта хочет конченая убить. игра. Мы у себя Вот на дома. Хардгеймсе Всё можете хорошо. посмотреть, как я ее И проходил. вдруг... Да, еще один скример. Можете Мы посмотреть. опять подпрыгиваем от неожиданности и сразу начинаем улыбаться или хихикать. Вы можете постоянно видеть это у стримеров. Мы опять сразу же понимаем, От кого показываем, а? У стримеров. У стримеров, да? Одну секундочку, я тебе сейчас покажу. Ладно, не покажу. Я обиделся, знает. Знаешь, почему всегда все ждут, когда я в страшилки буду играть? Потому что, так как мы в них играем, потом весь интернет, весь в клипах. Потому что страшно! Страшно, блядь, я спойлеры не смотрю. Поэтому страшно. Не покажу. что мы в безопасности и Все, я обиделся. получаем удовольствие. При страхе вырабатывается гормон дофамин. Гормон счастья, как его называют. Я максимально против любых наркотиков, но на дофамине мы с вами Какие знатно наркотики? сидим. И теперь неудивительно, что мы хотим пойти в кино на хоррор, заняться экстремальным видом спорта, пойти в квест, испугаться. Нам с вами просто нужна еще одна доза. Доза удовольствия. Это отчасти напоминает экспозиционную терапию, которую применяют для лечения тревожных расстройств, в том числе фобии и ОКР. По сути, тебе предоставляют источник твоей тревоги, но тебе объясняют, что ничего на самом деле не угрожает, и тебе должно стать легче со временем. Было бы круто, если бы и играми можно было лечить. Заходишь такой в кабинет врача, там PlayStation 5 стоит. И спасибо, мистер доктор, а теперь закройте двери и не беспокойте меня. Значит так, сразу хочу сказать, что давно уже говорю. Если я когда-нибудь стану этим министром... Как его? Образование, чи не образование? Кого? Короче, там какой-то шишкой, я, конечно, таким вряд ли стану, я сразу свой избирательный лозунг скажу. Всем школьникам игры в школы! Даешь, блять, Counter-Strike и прочую херню в класс по информатике. Ты меня спросишь, почему? Не прокатит такая тема. Я тебе скажу. Вот я «Утопию» теперь посмотрел, я что им скажу? У школьников у всех стресс, сильнейший стресс, который надо снимать. Где? Правильно. Надо зайти и поиграть или в любимый дотанчик, в КС-очку, еще во что-то. Поэтому голосуй, не голосуй, все равно получишь шайбу. Но организм на этом не успокоился. Выделяется гормон окситоцин. И есть исследование, что этот гормон усиливает нашу социальную память. Это значит, что если вы пошли с компанией или Ля вашей какая. второй половинкой в кино на страшный фильм, сильно испугались, но вам это понравилось, и весь вечер, скорее всего, тоже, вы сильнее запоминаете такие прекрасные моменты, когда страх прошел, угроза была не настоящая, да еще к тому же вы были с кем-то близким. Быть может, именно он вас и защитил, подумал бы мозг. Но есть и обратная сторона. Также есть исследования, которые говорят, что если что-то пошло не так, и вы по дороге домой поругались, то воспоминания о хоррор-фильмах могут быть не лучшие. Тема с окситоцином достаточно сложная, и лучше я уточню, что нужно больше исследований, чтобы что-то сказать наверняка. Главное, человека насильно не заставлять смотреть хоррор или играть в страшные игры. Люди, которые этого хотели, по итогу получат отличные эмоции. Надо хоть А те, кто хоррор, не кстати, хотел, на Твиче посмотреть. Вот тут могут возникнуть трудности. Ну давай. Но про свидание в начале я сказал не просто так. Есть научное мнение, что существует ошибочная атрибуция возбуждения. Это когда вы путаете изменения в вашем теле от страха с влечением к человеку. Ну, например, вас чуть не сбила машина, и вам супер понравилась девушка, которая вам только что помогла. Вы представляете? Даже исследования проводились. Но так как я не хочу быть желтой прессой, то упомяну, что эта теория подверглась критике из-за того, что не смогли повторить результаты исследований. Но есть одно интересное. Мужчинам и женщинам показывали фотки людей противоположного. То есть, если я на Игромире или на каком-нибудь собрании, где есть куча стримерш, кого-нибудь сильно напугаю, то... Топ, куда тебе второй лайк поставить? Пола до и после катания на американских горках. И более привлекали люди уже после катания. Значит ли, что это работает? Может да, а может и не совсем так. В будущем станет понятнее, когда будет больше исследований. Но если да, то вперед. Позови свою вторую половинку на страшный фильм или квест. Возможно, переживания страха и, что самое главное, его преодоление будут ассоциироваться именно с тобой. Сваха Евгений к вашим услугам.
А еще страх вам нужен просто потому, что вы взбодритесь и забудете о своих проблемах, вероятно. Исследователи объединились со страшным американским квестом и проводили эксперимент над людьми, которые уже купили туда билеты. В итоге оказалось, что страх позволил им расслабиться и забыть о своих проблемах. Также квест помог справиться со скукой, стрессом и усталостью. А еще вы понимаете, что пережили этот опыт и прошли челлендж. Теперь вы готовы. Я хочу, кстати, сказать одну вещь. Да ладно, жена, есть дети! Я шучу! Я вообще-то для вас стараюсь. Think about it. В класс заходишь в следующий раз, в школу или в институт, сзади к Машке подбегаешь. Вот так кто-то ей сделал. Она говорит, ну ты конченый, Петечка. Но вечером я тебе дам. Да, это так и работает, кстати. Вот, поэтому как-то так. Это, я хочу сказать, кстати, то, что меня реально отвлекает не хоррор, не что-то. Меня очень часто от моих дел и проблем отвлекают мои же стримы. Так что как так. Готовы к новым свершениям. Все Это тихо. уже стоит того, чтобы испытывать это правда. контролируемый страх. Разве нет? Поэтому да, не удивляйтесь, что я постоянно говорю о хоррорах. Делаю косплей на любимых персонажей из хорроров. Постоянно нагнетаю атмосферу и пугаю скримерами. Ага, не испугаешь, не испугаешь, не испугаешь. Это все потому, что вам, испугал. как и мне, это нужно. Ненавижу. Вы этого можете не Ненавижу осознавать, но блядских многим клоунов. из вас нужны хорроры. И не потому, что они нравятся вам, а потому, что ваш организм этого хочет. Ой, А это вот кто же еще умеет? интересности. Новое исследование говорит нам, что вы можете сжечь столько же калорий при просмотре фильма ужасов, как и при... Ну, подожди-ка, я еще не разучился. Челлендж! Я в детстве так умел, кстати. Ну-ка, дай-ка, подожди-ка. Видите? Я в детстве так умел, помню. У меня вот здесь как раз оказались под рукой эти. Я себе на вечер взял эти. 1000 лет хотел всякие несквики попробовать. Смотри, смотри. Смотри, сейчас, смотри. Показываю один раз, тихо. АСМР. при пробежке. Вау! Кажется, я разработал себе новую диету. Но на самом деле не спешите. Исследование не новое, просто сайты так пишут чуть ли не каждый чё, год. ха-ха, к Все рукам ссылки ведут прилип. на сайт Телеграф. И вышло оно в 2012 году. Прямо на сайте Телеграф. По заказу прокатной компании. С выборкой в 10 человек. И, походу, никогда не рецензировалось и не размещалось на профильных сайтах с исследованиями. Такой себе, знаете, круг доверия. Если учесть, что ты просто сидя на заднице можешь терять калории. Не, ну это может быть Сам. правдой, конечно, но нужны нормальные исследования. Ну и уплетать попкорн при этом вы не должны. Хоррор-диета. Ссылка на курс в описании. Но вот что на самом деле. Хорроры могут помочь сохранить ваше психическое состояние прямо сейчас. Недавно было опубликовано супер свежее исследование, которое показало, что люди, которые любят хорроры, психологически лучше переносят сегодняшнюю ситуацию с пандемией. Кто бы мог подумать, что между этим вообще может быть корреляция. Но если задуматься, то вполне себе. При просмотре таких фильмов, как «Заражение», любой другой фильм про эпидемию, фильмы про конец света и даже любой фильм или сериал про зомби-апокалипсис или инопланетное вторжение этот учат Пусан, людей помнишь? тому, что им нужно Мы с покупать тобой в случае смотрели первую необходимости. часть. Как реагировать Мне на нравилось. панику, к чему приводит паника, Поезд как «Пожилой обезопасить Пусан». себя и так далее. Они просто видели это много раз, и они проявляют стойкость и готовность. На самом деле, все, что я говорю о фильмах, играх и квестах, применимо и к другим вещам, которые вызывают у вас хороший стресс. Например, катание на американских горках. И даже тут есть интересные факты. А ну-ка. Бронхиальная астма – это серьезное заболевание дыхательных путей. Было доказано, что у людей с этим недугом начинается сильная отдышка, пока они ждут своей очереди прокатиться на страшной американской горке. Потому что это стресс и волнение. Страшно представить, что с ними происходит во время Сорян. и после покатушек, да? А им становится лучше. И одышка их уже не так сильно беспокоит какое-то время. За это исследование даже присудили Шнобелевскую премию. Если кто не в курсе, это пародия на Нобелевскую премию и вручается людям за Да исследования, ладно? от которых хочется заржать в голосину, но потом задумываешься и понимаешь, что да, это работает. Но есть и ложка дегтя. Все мы бесились в детстве из-за того, что нам нельзя было смотреть фильмы для взрослых. Ну, не те, о которых вы сейчас подумали, а фильмы с кровищей и монстрами. И кто бы мог подумать, что это даже к лучшему. Немного нравоучения. Маркировка на кинокартинах и играх не просто так стоит. Если вы маленький ребенок со слабой психикой, то это действительно может сильно на вас повлиять. Вот только посмотрите, у 10-летней девочки диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство после просмотра, внимание,
«Очень страшное кино 3». Это, очевидно, комедия, но для ребенка все эти сцены могут быть очень реальными. Была история, связанная с просмотром слишком реальной псевдодокументальной программы про призраков, где никого не предупредили, что это Ghost Watch? постановка. После этой программы не стало 18-летнего паренька. Но история настолько мутная, что мы с ней разберемся в ближайшем топ-секрете. Сейчас остановимся на чем-то более-менее доказанном. И атаки Ай-яй-яй. и расстройства сна после вот как раз этой программы на BBC, Минус 3000, нихера где себе. призраков искали. Ну а теперь можно и личный опыт. В детстве я смотрел мультики, и меня папа предупредил, что отойдет по делам. Я этого, разумеется, не услышал, так как был увлечен просмотром. Но после них начались... Я тоже смотрел, раз помню, топ-мультики. Вот, значит, короче, смотрю я мультик. У нас, видеокассеты, помнишь, были раньше? Эти, кассеты такие вставляли в видаки. Вот, смотрю я, значит, мультик, представляешь, резко мультик обрывается и начинается кино. Там, короче, дядя с тетей. У меня вот такие глаза. Я говорю, а мультик-то не так уж и плохо. Так, все, тихо, мы не об этом. ужасы. И я начал искать хоть кого-то по квартире. Обделавшись, никого не найдя, я в одних колготках и шубе выбежал на улицу зимой в мороз и в слезах помчал в магазин, где работала мама. И это чуть ли не единственное воспоминание из детства, которое отпечаталось настолько сильно. Так что да, это может вызвать дискомфорт у детей как краткосрочный, так в некоторых случаях долгосрочный. У каких-то больше, у каких-то меньше, у каких-то вообще нет. Статистика невероятно маленькая. И, разумеется, нужны еще исследования. Да не, Но это я хочу стать хорошим точечно. папочкой, так что буду иметь в виду то, что есть. Я своей Но так уже если не вы первый подумали, год что говорю. как-то сможете ограничить своим детям просмотр таких фильмов в эру доступности контента, то это очень наивно. Их подтолкнут другие дети, да и в конце концов им будет очень любопытно. Лучше будет, если вы вместе выберете игру или фильм со своим ребенком, объясните им, что это выдумка, будете смотреть на реакцию и, если что, поможете с ней справиться. Звучит достаточно просто. А теперь вы должны понять. Все, что я сегодня сказал, справедливо, когда у аттракциона, игры или фильма есть предупреждение об эпилепсии, возрастное ограничение кстати, вот здесь или я согласен, ограничение да. для людей с болезнями сердца. Хорроры полезны, если вы здоровый человек. А сама тема страха, думаю, достойна рассмотрения в отрыве от Боба. медиасферы, Тихо. ведь там очень много всего интересного. Что я сегодня понял? Детям хорроры показываем под присмотром. Не заставляем насильно смотреть, когда люди этого не хотят. само но собой. при этом смотрим вместе с теми, кто этого хочет. Выделяем гормоны и кайфуем. Надеюсь, вы узнали нечто вот бы щас новое бы, о конечно страхе бы, да. и в некоторых моментах действительно Да. испугались. И не забывайте, что в описании вы всегда можете найти исследования, Да, которые были розыгрыш бы там использованы ребятам бы в этом что-нибудь видео, потому сделали. что вы уже наверняка знаете, что все нужно перепроверять. И я всех вас приглашаю на наш второй канал, где выходит Ай, много ну всего давай. интересного, в том числе бэкстейджи со съемок. И, кстати, Да. то, что происходило за кадром именно этого видео, скорее всего, уже на втором канале. Буду рад вас видеть. До скорого, пошел снимать. Слушай, топ-секрет. кстати, мы обязательно посмотрим. Мне даже интересно, как он вот это снимал. Прикольно. Топчик, спасибо тебе огромное. Лайк поставил, подписочку оформил. Да ты же мой родненький, господи. Давай, ты мой хороший.